Привет! Вы на канале Зеленый огород. Ну вот, наконец, у нас пришло время познакомить вас с томатами, которые я выращиваю в открытом грунте. И представлю вам томатных гномов, а также низкорослые сорта. Томатный гном Радуга Хейли Дина. Это американская селекция. Создал сорт Дин Слейтер еще в 2016 году. Этот сорт славится своей необычной вариегатной листвой, а также медовыми плодами, которые очень и очень сладкие. А еще этот сорт хвалят за его высокую урожайность. Но это на самом деле так и есть. Растение среднеспелое, в открытом грунте вытягивается до 1,20 м, 1,30 м. В этом сезоне у меня растение примерно 1,30 м. И оно просто бесконечно завязывает плоды. Их очень и очень много. И вот нижние кисти начали созревать. Нижние листочки еще сохраняют свою вариегатность. Ну а чем старше становится растение, вариегатность на листочках пропадает. Лист простой, не очень длинный, но листьев достаточно много. Кисти формируются как простые, в которых от 3 до 5 плодов. Также встречаются вот такие обильные кисти. Я даже не могу все это сосчитать. И точно так же ведет себя второе растение. Все плоды плоско-округлой формы, но некоторые плоды встречаются вот с такой небольшой пипочкой, с таким небольшим носиком. У нас в этом году просто отвратительное лето, очень холодное, дождливое, поэтому гномов я повела в основном в 2 и 3 стебля. И сделала это для того, чтобы у меня успели сформироваться и созреть плоды. Ну а если вы проживаете в теплом регионе или обещают хорошее лето, то это растение вытянет 4-5 стеблей. Это просто оранжевое чудо. Вы посмотрите, сколько плодов на одной кисти. Плоды как апельсинки, а еще и розовый румянец. Даже не розовый, а малиновый. Очень трудно в одной руке держать. Я думаю, здесь 1,5 килограмма, наверное. Тяжело. Цвет просто завораживает. Оранжево-золотистый, с малиновыми щечками. Шикарный сорт. Просто красавчик. На разрезе мякоть ярко-желтая, семена в таком же ярко-желтом геле. Мякоть мармеладная, стеночка томатная примерно 5-6 миллиметров. В томатах много сока, при этом томаты не водянистые. Томат с очень ярким и насыщенным вкусом. Здесь прекрасный баланс сладости, кислинки, фруктовые нотки и даже чувствуются карамельные оттенки. Ну а запах просто дивный. Томатный гном Радуга Хейли Дина отправляется в нашу коллекцию семян. Замечательный томат, очень урожайный, красивый и вкусный. У него все прекрасно. А семена вы можете приобрести в нашем магазине семян, который находится на сайте green-огород.ру. Томатный гном Желтый бунтарь. Селекционер Татьяна Нагле, Латвия. Растение среднеспелое, детерминантное. В открытом грунте вытягивается более метра. Но у меня примерно 1,30 м. Лист простой, сильно рассеченный. Стебли тонкие, формирует очень много плодов в неполной спелости с антоцианом. Но Татьяна Нагле предупреждает, что это очень молодой сорт. И я, высадив 2 растения, на втором кусте не получила анта. Хотя форма точно такая же. А урожайность может быть даже чуть больше. Вот сколько завязывает плодов. Строение такое же. Вот так выглядят томатики на первом растении. И вот так вот на втором. У них больше присутствует оранжевых и охровых оттенков. Хотя тоже есть небольшой анта.
Форма плодов может быть округлой. Вот такие небольшие бочечки. А есть и сердцевидные плоды. И это все формируется на одном томате. Встречаются вот такие большие плоды. Форма может быть абсолютно разной. Томаты очень и очень красивого цвета. Изумрудно-желто-оливковые с бронзовыми и охровыми оттенками. А по плечам спускается почти черная анта. Разрезав томат, я поняла, что пересорта нет. Мякоть абсолютно одинакова. Разрезаны томаты с разных кустов. Просто на один куст попадало меньше солнца. Поэтому там не образовался антоциан. Томаты мармеладные, сочные, нежные, маслянистые и очень вкусные. Это просто самый сладкий мармелад. Кислинка отсутствует. И присутствуют яркие фруктовые нотки. Кто любит очень сладкие томаты, это ваш сорт. Желтый бунтарь. Томатный гном желтый бунтарь отправляется в нашу коллекцию семян. Очень красивый, гиперурожайный и самый сладкий томат. Сорт еще очень и очень молодой, поэтому может расщепляться. Томатный гном из серии «Восставший звездный истребитель» Бравада. В эту серию входит Пенни Лейн, Дедушкино сердце и Восторг Диппера. Это все томатные гномы. Я высадила 4 куста. 3 куста у меня абсолютно одинаковые. А вот 4-й кустик чуть-чуть получился ближе к оранжевому. Но сорт молодой, еще может расщепляться. Растение детерминантное. В открытом грунте вытягивается примерно до 80 сантиметров. Неплохо завязывает плоды, которые есть красивой сердцевидной формы. А есть вот такие пухлые бочечки. Растение крепкое, стебли толстые, лист простой, очень толстенький, как у всех гномов. А еще у Бравада есть сортовая особенность, как и у сорта Дедушкино сердце. Вот так вот на протяжении всего роста закручиваются листики. В рассаде он вообще смешной. Весь скрюченный-прискрюченный. Листики вообще не разворачиваются. Не бойтесь, это сортовая особенность. А вот урожайность у него шикарная. Кусты очень компактные, не агрессивные. Постоянно цветут и завязывают плоды. Было заявлено, что в кисти от 3 до 5 плодов, но у меня все растения выдали очень большие первые кисти. Здесь везде более десятка плодов. Вот. Ну, просто огромные кисти. Дальше, да, они идут 2-3 плода. Плоды очень красивого цвета, кирпично-оливковые, пурпурные. Когда начинают еще больше созревать, становятся пурпурно-оранжевыми и сохраняются зеленые полоски. В неполной спелости томаты салатного цвета с темно-зелеными зигзагами и полосками. Этот сорт очень-очень ранний. Начал созревать одним из первых. Как я уже говорила, я высадила 4 растения. Собрала все созревшие томатики. И все-таки поняла, что на 3 растениях томаты абсолютно одинаковые. Пурпурно-кирпичного цвета с зелеными полосами. И при полном созревании становится еще более плотного, насыщенного пурпурного цвета. А вот 4-й куст ушел в оранжевый цвет. Хотя форма такая же, тоже есть зеленые полосы. Но все-таки это охро-оранжевый цвет. Поэтому в магазине семян сорт Бравада будет представлен. Сорт Бравада, как он должен быть по описанию селекционера. Кстати, его создал американский
селекционер Рас Кроу. И будет бравада оранжевый. Плоды по форме чуть-чуть отличаются. Есть вот такие правильные пышные сердца. Ну а есть более круглые и достаточно крупные, до 300 граммов. Кстати, средний вес от 100 и до 300 граммов. И у оранжевого бравада тоже сердцевидная форма, очень пышные бока. И есть вот такие вот почти как бочечки. Красивый цвет. Посмотрим, что внутри. Ну а вот так выглядит сорт бравада. И мне самой пришлось дописать оранжевый, так как сорт расщепился. Но расщепление получилось очень красивым. И вот такой разрез у бравада, который расщепился. Посмотрите, какое это великолепие. Оранжево-охровый цвет, семена в желто-зеленом геле, мякоть плотная, сочная, маслянистая, при этом томат очень и очень плотный. Такие томаты будут очень хорошо храниться. Кожица тоже тонкая. И томаты, кстати, не растрескиваются. Ни настоящий бравада, ни бравада, который оранжевый. Ну а вкус у него такой же классный. С хорошим балансом сладости, легкой кислинки. Ощущаются нежные тропические нотки и очень богатый вкус. А еще прекрасное послевкусие и яркий аромат. Разрез шикарный. Как я люблю такие томаты. Плотные, сочные, мясистые. Кожица тонкая. Без всякого сомнения, это салатный сорт. Ну а вкус замечательный. Он очень глубокий, насыщенный, яркий, с прекрасным балансом сладости, нежной ягодной кислинки и потрясающий аромат. Вот так выглядят два этих сорта. Оба бравада, только один настоящий, который малиновый, а второй томат расщепился. Но расщепился на что-то очень красивое. Было бы здорово, если Рас Кроу дал бы этому расщепенцу правильное название. Пока в каталоге это бравада оранжевый. Томатный гном, восставший звездный истребитель, бравада, отправляется в нашу коллекцию семян. Восставший звездный истребитель бравада расщепление тоже отправляется в нашу коллекцию семян. Ну, жалко с ним расстаться. Он очень красив и вкусен. Томатный гном, лепрекон Сережа. Селекционер Татьяна Нагле, Латвия. Растение детерминантное, очень тонкого строения. Лист простой, сильно рассеченный. Хорошо завязывает плоды. Плодов очень и очень много. Высота растения в открытом грунте примерно 1,20 м. Плоды разной формы. Есть вот такие красивые сердечки. А есть плоско-округлые с очень пышными боками. Растение не агрессивное, завязывает много плодов. Плодоношение длительное. В неполной спелости плоды салатного цвета с сильными штрихами и полосами антоциана. Ну а в полной спелости здесь и красные, и кирпичные, и зеленые металлические полосы. И спускается с плеч очень красивый антоциан густого, почти черного цвета. Прекрасный, красивейший гном, лепрекон Сережа. Форма у плодов разная, от грушевидной до сердцевидной, а также встречаются вот такие пышные сливы. Этот гном был создан при скрещивании двух знаменитых сортов: VT16 коричневый и гном ДСА. Естественно, что у таких родителей должен был на свет появиться такой прекрасный ребенок. Мякоть шоколадно-малинового цвета, кожица тонкая, но эластичная, томаты не растрескиваются.
Мякоть маслянистая, сочная. Семена находятся в зеленом геле, а в центре плода очень яркие малиновые язычки. Вкус просто взрывной. Очень яркий, насыщенный. Прекрасный баланс сладости, фруктовой кислинки и очень яркий аромат. Прекрасный гном, очень красивый, вкусный. Показал хорошую устойчивость к перепадам температур, не болеет. Даже в наше плохое уральское лето показал хороший урожай. Томатный гном Лепрекон Сережа отправляется в нашу коллекцию семян. Прекрасный сорт. Вы с ним можете ознакомиться на сайте green-огород.ру. Мы всегда ждем вас в гости. Томатный гном Монстр Санраджо. Это новинка селекции. Гном был выпущен в 2022 году. Создан группой авторов, куда входили Крэг Леулье, Билл Минкин, Линда Блэк и многие другие, кто помогали стабилизировать этот сорт. Сорт детерминантный, крепкий, с картофельным крупным листом. Высота растения в открытом грунте у меня получилась примерно 1,20 м и завершковалась. Вяжет плоды просто постоянно. Кисти есть и простые, и длинные. Все с длинными черешками. Форма разная. В начале сезона у нас были дожди, холода. Поэтому вот получилась такая форма. Некоторые плоды сердцевидные. Вот такие красивые. Некоторые кругленькие такие, округлые, как бочечки. Но когда стабилизировалась погода, томат стал выдавать вот такие красивые плоды сердцевидной формы. Также заявлено, что вес от 200 и до 800 граммов. Но у меня, конечно, таких плодов в этом сезоне нет. Надеюсь, что, повторив на следующий год, когда у меня семена уже будут адаптированы к пермской земле, вес томатов будет другой. Кисти формируются вот такие сложные, с длинными черешками. И достаточно много плодов. В неполной спелости плоды салатного цвета с легкими темно-зелеными плечиками, а также могут быть вот такие штрихи тоже зеленого цвета. Но при полном созревании томаты приобретают малиново-розовый цвет. Мякоть очень нежная, розовая, с вишневыми переливами. Семена в розовом геле. Кожица тонкая, при этом она не растрескивается. Вкус замечательный, сладкий, с легкой кислинкой и с прекрасным балансом. Хорошее послевкусие. Такие томаты будут очень хороши для свежих салатов. Томатный гном Монстр Санраджо отправляется в нашу коллекцию семян. Не так уж и много розово-малиновых плодов, низкорослых. И вот это просто находка. Отличный томат с шикарной урожайностью, великолепным вкусом и красивым видом. Томатный гном Танагер. У нас очень часто произносят слово танагер. Так вот, слово танагер переводится танагра. Это маленькая, невероятно яркая американская птичка. И вот в честь нее назван томат. Кстати, томат американской селекции. Сорт среднеспелый, низкорослый, до метра в открытом грунте. Встречаются с простым листом, а также иногда с картофельным. Форма плодов на растении разная. Бывают вот такие сердца, плоско-округлые пышлые томаты. Вот такие плоско-округлые томаты. Но у меня в этом сезоне на первых кистях сформировались вот такие почти круглые пышные томаты.
Кисти простые и сложные, в которых формируется от 3 и до 5 плодов. Есть кисти вот с такими длинными черешками. Урожайность замечательная, и все плоды как на подбор. Они как будто бы с картинки для выставки. Вес томатов от 100 и до 300 граммов. И цвет у них замечательный. Они как солнышки в руке. Ярко-ярко-оранжевый цвет. На разрезе томаты ярко-оранжевого цвета. Семена в ярко-желтом геле. Очень красивый разрез. Кстати, кожица тонкая, эластичная. Томаты не растрескиваются. А вот мякоть нежная, маслянистая, мармеладная. Ну и главное, конечно, у этого сорта вкус. Это тот случай, когда очень сложно оторваться от этих томатов. Очень насыщенный, густой, яркий вкус. Мякоть почти мармеладная. Сладость оттеняет мягкая гармоничная кислинка. Прекрасное послевкусие и яркий томатный аромат. Томат прекрасен во всем. И урожайность, и цвет, и великолепный вкус. Томатный гном Танагра отправляется в нашу коллекцию семян. Замечательный сорт. На этом все. Впереди вас еще ждет очень много новинок, с которыми я буду продолжать вас знакомить. Вы были на канале Зеленый Огород. Пока-пока. С вами была Елена.